Приветствую, друзья! В честь своего 8-летнего юбилея компания Liteshuey решила порадовать нас новенькими планарными наушниками с ценником $99. Серьезных моделей у них уже вышло немало, да и наработок в развитии и совершенствовании системы излучателей накопилось в достатке. К слову, в героях нашего сегодняшнего обзора мы получили драйвер самого последнего поколения с диаметром в 13 мм. Подробнейшим образом их протестируем, посмотрим на графики и, конечно же, сравним с актуальными новинками от других производителей. Собственно, поехали! Пришли наушники в строгой черной коробке, чем-то напоминающие мне таковую от Galaxy S8. Из важного на ней лишь логотип пройденной HiRes аудиосертификации и список технических характеристик. В комплект нам положили документацию, круглый пластиковый бокс и два набора силиконовых амбушюр. Насадки, конечно, терпимые, но я бы их поменял на что-нибудь поинтереснее. Кабель на вид неплохой, толстый, гибкий, витой, с сопротивлением на каждой из жил по 24 Ома. Что, как для своей цены, очень достойно, тем более, что он еще, друзья, и модульный. То есть сразу на 3,5 и 4,4 мм штекер. Сами чашечки, хотя и сделаны из металла, но весом как пушинки. С внутренней и верхней их стороны располагаются компенсационные отверстия. У звуковода есть специализированный бортик, а на внешней части красуется логотип компании Liteshuey. Смотрится это не броско, однако сидят они удобно, да и с изоляцией у них все в порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас быстрый по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,5%, что в 2 раза ниже нормы. Фаза ведет себя естественно, а с водопадами на 30 и 60 дБ вы разберетесь и без меня. По АЧХ же низкие частоты приподняты ровно на 10 дБ с довольно пологим переходом на середину. Чуть менее выраженное выделение области разборчивости. Пик на имитации ушной раковины. Еще один на псевдотитализации. И слегка притушенный верхний край диапазона. На фоне SimGod SuperMix 4 кривая куда ровнее, не такая агрессивная и с более спокойным верхом. Еще ближе они к дорогим Key Audio Hype 4 и моим любимчикам Tengzu Neza. Так что по настройке это даже не Harman, а уровень куда более высокого сегмента. По звучанию же они ощутимо богаче, чем те же Teen Hi-Fi P1 Max 2 или SimGod SuperMix 4. Последние напирают на скорость, разрешение, высокую динамику и чуть ли не бритвенно-резкие атаки. Что в общих чертах, конечно, замечательно. Однако сопутствующая им излишняя прозрачность, воздушность и простота тембров, как говорится, накладывает свои ограничения. Указанные мною P1 Max 2 или SuperMix 4 больше подходят для рока, металла и другой эмоционально надрывной и агрессивной музыки. В то время как герои обзора дают нам благородную текстуру, объем, неплохую в акустическом смысле массу, насыщенность и, конечно же, мелодику. В них уже чувствуется погружение, тактильность и связанная с ними макросоставляющая. То есть у эмоциональности появляется развитие, у тембров миском куда лучше чувствуется масштаб, и все это без компромиссов и особых просадок по разрешению.
По большому счету, все эти три модели так или иначе базируются на большом планарном излучателе, имеют равноценную выразительность, однородность и очень схожую динамику. Но за счет более выдвинутого вперед вокала, лучшей массивности и заметного такого акцента на бас, S08 воспринимаются, хотя и не тотально, но чуточку взрослее, собраннее и музыкальнее. Для них уже можно рассматривать не только рок-металл и какую-то агрессивную электронику, но и джаз, фанк, все вокально ориентированное, изначально живое и даже кое-что из академического. Согласен, легкий призвук синтетики, свойственный всем планарным излучателям, тут тоже можно уловить, но находится он где-то далеко на вторичном плане. При этом не стоит строить каких-то слишком далеко идущих предположений. До уровня, например, TRI i3 MK3 или TRN Azure Dragon они точно не дотягивают. Но если вы предпочитаете тембральную красоту, певучесть, общую частоту и подчеркнутую выразительность, а не гранулярность с усиленной резкостью, то до $150 вариантов будет не так уж и много. Единственное, чего лично мне в них прямо не хватает, это протяженности и тех чуть ли не шелковых высоких частот, которыми прямо-таки блистают Super Mix 4. Но их нет и у P1 Max 2. Верха в героях обзора слегка отведены на второй план. Они такие же весомые, текстурные, как и середина, но в музыке скорее подчеркивают и развивают среднечастотное направление, а не выступают как самостоятельная единица. Один в один, как и у P1 Max 2. Бас здесь собранный, глубокий, довольно-таки текстурный, прекрасно согласующийся с такой же по четкости и уровне прорисовки с серединой. Баланс частот, как было видно по АЧХ, прекрасно выдержан. Высокая динамика, акценты как на макро, так и на микрочасти, неплохая вовлеченность и прекрасное разрешение. Усилитель в силу планарной природы излучателей им лучше подбирать помощнее, но опять-таки чего-то сверхкрутого данным наушникам не нужно. При всех достоинствах перепутать их с решениями, скажем, за $250 просто невозможно. Я бы поставил на них балансный штекер и использовал с каким-нибудь более-менее производительным мобильным ЦАПом. Относительно развития пространства сцены в глубину ситуация ровно такая же, как и у SIMGOT Super Mix 4, то есть в своем базовом состоянии. Итогом наушники S08 от компании Litsue удобно сидят, имеют отличный планарный излучатель внутри, почти отсутствующие искажения, просто превосходный по измерениям кабель и гениальную настройку АЧХ. Технически до них вообще не докопаешься. По подаче же это немного басовитое, очень чистое и сверхподробное звучание с акцентами на вес, мелодику и погружение в материал. По минусам могу привести лишь придирки, которые отличают данные наушники от чего-то заметно дороже, но это, как вы понимаете, совсем не объективно. Так что, как за свои деньги, модель просто огонь и прекрасный противовес для тех же Super Mix 4 и P1 Max 2. А на этом, друзья, у меня все. Это была модель Litsue S08. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!